Вслед за кроссовером Hyundai Palisade плановому рестайлингу подвергся его ближайший родственник, паркетник Kia Telluride. Кроссоверу обновили экстерьер и интерьер, добавили 2 внедорожные версии, а также пересмотрели оснащение и увеличили дорожный просвет. Появилось несколько новых наборов колесных дисков и 3 дополнительных оттенка кузова. Обе родственные машины были представлены на автосалоне в Нью-Йорке. В отличие от Palisade, Telluride практически неизвестен за пределами Северной Америки. И если в России роль флагманского SUV марки Kia исполняет равный внедорожник Mojave, то в США с 2019 года на вершине модельной линейки находится Telluride. Кроссовер сохранил узнаваемый облик, хотя передняя часть новая. Дизайнеры постарались сделать облик кроссовера чуть более брутальным. Фары и задние фонари получили новую светодиодную начинку. Усложнился дизайн бамперов. Изменилась радиаторная решетка, а также пересмотрели форму порогов. Рисунок ходовых огней имеет 2 вертикальные полоски вместо прежних прямоугольных ободов. Палитра кузовных красок пополнилась 3 оттенками – синим, красным и зеленым. Помимо стандартных комплектаций в гамме появились 2 внедорожные версии – X-Line и X-Pro. Telluride X-Line отличается увеличенным дорожным просветом на 10 мм, оригинальными 20-дюймовыми колесами, более мощными рейлингами на крыше, увеличенными углами въезда и съезда, обновленным трекшн-контролем и специальным буксировочным режимом ездовой электроники. Вариант X-Pro прибавляет к этому 18-дюймовые колеса с внедорожными шинами, розетку на 110 вольт в багажнике и повышенные буксировочные возможности. В салоне изменений еще больше. Вместо дисплея диагональю 10,25 дюйма стоит пара 12,3-дюймовых экранов, объединенных в широкоформатную изогнутую панель. Хотя на центральной консоли сохранены полноценный аналоговый пульт климат-контроля и даже кнопки рукоятки управления музыкой. Иначе сделаны дефлекторы вентиляции, декоративные накладки и руль. Вдобавок к этому предложены новые цветовые схемы оформления, цифровое салонное зеркало, более крупный проекционный дисплей на 10 дюймов с расширенным набором отображаемой информации и электропривод двери багажника с функцией автоматического закрытия. На выбор по-прежнему есть 8-местная и 7-местная компоновка салона с диваном или раздельными креслами на втором ряду. Вместо разъемов USB-A теперь стоят современные USB-C, а благодаря пакету Kia Connect Telluride можно отпереть со смартфона по Wi-Fi. Передатчик вшит в головное устройство. К Wi-Fi можно подключить до 5 устройств. Kia Connect позволяет обновлять навигационные карты по воздуху, а также отслеживать и дистанционно обездвиживать машину в случае угона. Обновленный Telluride будет доступен с прежним двигателем V6 объемом 3,8 литра, мощностью 295 лошадиных сил и 355 ньютон-метров. Работает он с 8-диапазонным автоматом и передним или полным приводом. Список электронных помощников стал еще обширнее. Так добавлен ассистент при спуске, трассовый автопилот и ограничитель скорости с функцией распознания знаков. Система предотвращения столкновений научилась избегать аварий на перекрестках и при перестроениях, а также обзавелась помощником для объезда неожиданных препятствий. Продажи обновленных кроссоверов в США должны начаться летом. Сейчас дореформенный Telluride стоит от $33 тысяч. Какой кроссовер вам нравится больше? Kia Telluride или родственный Hyundai Palisade? Поделитесь своим мнением в комментариях. Друзья, также напомню, что в описании и закрепленном комментарии я оставлю ссылку на свой Telegram, Яндекс.Дзен, Рутюб и Контакт. Там можно найти еще больше контента и автоновостей. Переходите и подписывайтесь, чтобы не теряться, не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.